АвтоВАЗ продолжают удивлять своими новостями, которые часто напоминают каламбуры. Когда анализируешь последние заявления отечественного автопроизводителя, складывается впечатление, что он чрезмерно завышает собственные возможности и пытается решить за нас, какие автомобили нам покупать. Многие критикуют китайских производителей за высокие цены на их автомобили в России, заявляя, что в Китае они стоят вдвое дешевле. Но действительно ли это вина китайцев? Вполне вероятно, что они бы с удовольствием продавали свои машины в России по схожим ценам, как у себя на родине, если бы могли. Когда мы видим высокие цены на китайские автомобили в России, важно понимать, что на их стоимость влияет множество факторов. Таможенные пошлины, логистика, доставка до дилеров, маркетинг, утилизационный сбор и прочее. Все эти расходы добавляются к первоначальной цене автомобиля. Теперь давайте посмотрим на наши автомобили, к примеру, Lada Vesta. В базовой комплектации этот автомобиль стоит 1,5 миллиона рублей. За эти деньги вы получите седан в минимальной комплектации. Благодарим АвтоВАЗ за 2 подушки безопасности, АБС, электростеклоподъемники и кондиционер. Но что-то более современное, такое как мультимедийная система или подогрев сидений, за эти деньги не предусмотрено. При создании автомобиля, кажется, инженеры решили убрать все, что можно, ради увеличения прибыли. Возникает закономерный вопрос, почему наш автомобиль стоит так дорого? Ведь на него не действуют таможенные пошлины и логистические расходы, а утилизационный сбор фактически возмещается производителю. А пока хочу рассказать, как сейчас все-таки можно сэкономить на прохождении ТО, покупке нового автомобиля и оформлении каско. Все это один бесплатный ресурс autospot.ru. Буквально в несколько кликов вы наглядно поймете, сколько можете сэкономить при покупке нового автомобиля за наличные, в кредит или трейд-ин. А если вам необходимо техническое обслуживание, заполняйте параметры и удобно смотрите на карте самые выгодные цены в вашем городе. Ну а если вам нужна каска, сделайте пару кликов и получите за 2 минуты список самых выгодных предложений. Для вас сервис абсолютно бесплатный. Ссылка будет в описании, а мы вернемся к новостям. Если говорить о более дорогих комплектациях Lada Vesta, создается впечатление, что цены на них были придуманы случайно. Более 2 миллионов рублей за отечественный автомобиль – это перебор. Но именно столько стоят сегодня самые дорогие версии Vesты. Vesta Sportline и вовсе оценивается в 2,5 миллиона рублей. Сегодня АвтоВАЗ и дилеры Lada столкнулись с проблемой. Дорогие версии Vesты плохо продаются. Люди предпочитают за такие деньги купить китайский кроссовер, чем тратить их на отечественный автомобиль с проблемным качеством. АвтоВАЗ официально признал, что спрос на топовые комплектации Vesты падает, и указал на 2 причины этого. Первое – высокие процентные ставки по кредитам. Кредиты выдаются по 22-24%, что сильно снижает покупательскую способность. Второе – конкуренция с китайскими автомобилями. Китайские производители захватили рынок и вынудили АвтоВАЗ конкурировать с ними. Но может быть дело вовсе не в кредитах и конкуренции. Возможно, проблема заключается в самом АвтоВАЗе. АвтоВАЗ в прошлом году инициировал повышение утилизационного сбора, заявляя, что цены на автомобили Lada не вырастут. Однако они выросли, несмотря на обещания. Теперь снова обсуждается возможное повышение утилизационного сбора. И опять нас заверяют, что цены не изменятся, но доверия к этим словам уже нет. Вместо того, чтобы критиковать китайцев за их цены, АвтоВАЗу стоит задуматься о своей ценовой политике. Почему людям стоит выбирать Ладу Весту за 2 миллиона рублей, когда за немного большую сумму можно купить лучше оснащенный китайский кроссовер? Даже процентные ставки по кредитам у китайских брендов ниже, чем у дилеров Lada. В итоге проблема низкого спроса на дорогие комплектации Весты очевидна. Завышенные цены и недостаточная конкурентоспособность. АвтоВАЗу пора пересмотреть свою стратегию и задуматься о снижении цен. Иначе конкуренция с китайскими автомобилями продолжит усиливаться, а интерес к отечественным машинам будет падать. На самом деле даже страшно представить, какая себестоимость у той же Lada Vesты. Но это секрет, покрытый очень большой тайной, и нам, конечно же, никто и никогда этого не расскажет.
Но почему никто? Я расскажу. Никакой тайны тут нет. Современная Веста стоит 400 тысяч рублей. И это в топовой версии. Все остальное тупо прилеплено к этой цене. Прошу, поддержите видео лайком и напишите любой комментарий. Пусть АвтоВАЗ увидит наше недовольство.